идеальная модель, когда есть магическая кнопка, да, результат. О которой многие мечтают. Тех, кто творит, это будет очень полезным инструментом. Для тех, кто работает, ничего не делает больше, кроме как руками все это настраивать, для них их всех с рынка уберет. Надо становиться умнее. Добрый день, дорогие друзья! В эфире радио Медиаметрикс, передача «Мобильная среда», и с вами ее автор и ведущий Руслан Куваев. В этой передаче еженедельно, теперь в 12 часов каждую среду, мы будем обсуждать самые последние тренды мобильного рынка, всеобщую мобилизацию нашего населения, новые мобильные приложения, стартапы, рекламные кампании, бюджеты и кейсы. И сегодня у меня в гостях Евгений Марченков. Жень, привет! Привет! И тема нашей передачи достаточно интересная, для кого-то может показаться провокационной. Это полная автоматизация закупок в мобайле, утопия или реальность? То есть возможно ли с помощью автоматизации, технологий избежать того, что нужно искать людей, обучать, а все будут делать за нас машины, эти пресловутые роботы, да? Да, поговорим сегодня об этом. Да, Жень, ты Chief Commercial Officer в компании Appness, и, собственно, как ты мне до эфира рассказал, это у вас сейчас такой небольшой ребрендинг предыдущей компании DataLead. Да. Ну, давай немножко скажу вводных. Да, действительно, я сейчас Chief Commercial Officer в компании Appness. Appness — это наша платформа новая. Мы в рамках компании DataLead, которая существует как агентство мобильной рекламы уже достаточно давно, с 2013 года, по-моему, мы долго искали некую технологию, которую сделать, некий продукт, потому что, знаешь, там все говорят: ребята, вы агентство, делайте продукт. Мы сделали продукт, нашли его, поняли, что он стреляет. Я-то в процессе, я думаю, что в процессе мы еще поговорим про продукт более детально. Но мы его запустили, видим, что он там активно развивается, и поняли, что DataLead — это больше как некая компания, агентство, ассоциированное с русской компанией, а Appness — это изначально международный проект, который нацелен изначально на международный рынок, и Россия там один из регионов всего лишь, одним из гео, где мы продвигаемся. То есть от сервисного локального бизнеса вы переходите к платформе глобальной? Да? Совершенно верно, точно в цель. Супер. Жень, и хочу благодарить, что ты приехал к нам сегодня аж из Питера специально на передачу, я думаю, будет интересно и полезно. Смотри, вот с развитием технологий программатик особенно и вообще технологий рекламы очень часто поднимается вопрос как раз вот этой автоматизации, насколько машины и программы, платформы могут заменить живых людей вообще в рекламе и в медиабайинге в частности. Сейчас вот в достижении эффективности пресловутые, да, вот этих KPI, очень большую роль играет, все-таки, наверное, согласишься, это сам медиабайер, живой человек. То есть один и тот же оффер или одно и то же приложение, одну и ту же компанию, два разных человека могут крутить с совершенно разными результатами. У кого-то это будет все в плюс и с выполнением показателей, а у другого на этом же трафике, грубо говоря, стоимость будет в 2-3 раза дороже, просто потому что что-то не так делает. Однако, по твоему мнению, что могут вообще сделать технологии и роботы в процессе закупки и оптимизации, что не под силу человеку, и что наоборот, что может делать только человек пока, и что недоступно с помощью автоматизированных систем? А мы с тобой теоретизируем или смотрим на практику? Давай, наверное, тут обсудим в потенциале, что могут делать, а потом же перейдем к более практичным таким вещам. Потенциально тут что есть? Вот есть у нас закупка, некий процесс закупки трафика, да? Ты сам только что сказал, что закупка трафика — это несколько составляющих. Это выделение целевой аудитории, сегментация целевой аудитории, настройки некие рекламной кампании. Обычно как раз и есть целевая аудитория, да? Там биды какие-то, какие ставки ты ставишь. И обязательная составляющая — это креатива. В теории, обращаю внимание, в будущем, наверное, мы можем существенно облегчить процесс работы с креативами. За счет того, что дать возможность человеку, у него будет некая теория в голове,
какой подход ему кажется бы работал на определенную целевую аудиторию. И будет очень удобный набор инструментов, которые будут позволять ему легко, не знаю, сделать 1000 баннеров из этого подхода. Сейчас же такого нет, но сейчас мы к практике еще вернемся. Но вот в целом, в теории, мне кажется, мы сможем, то есть вот некая вот наша индустрия сможет дать те самые инструменты, которые помогут медиабайеру проще создавать большое количество различных креативов. А с другой стороны, что не будет, ну, я вот не верю как раз в то, что будет некая такая идеальная модель, когда есть магическая кнопка, да, результат. Вот. О которой многие мечтают. Слушай, да, это вот как всегда, это синяя, красная пилюля, там, да, ну, то есть некая silver bullet, серебряная пуля, которая сразу тебе дает результат. Такого, вот, мне кажется, такого не будет. Ну, по крайней мере, пока такого не случилось. Ну вот, собственно, ты упомянул, что, наверное, основная сложность будет заключаться с именно креативами, с такой креативной составляющей, потому что ну, ту же оптимизацию по источникам, да, допустим, машина и платформа может делать гораздо быстрее и эффективнее, чем человек. Да. Тестирование проводить, запускать, останавливать компании, не нужно спать, и не нужно отходить на обед, у меня не бывает плохого настроения, да. И тут объективно, мне кажется, уже есть платформы, и в том числе программатик платформы, которые это, собственно, делают. А вот с креативами сложнее, то есть нужно же как-то придумать, нужно потестировать, вот изучить целевую аудиторию, то есть как машине объяснить, что с молодыми мамами, например, нужно коммуницировать определенным образом, а с бородатыми 40-летними мужиками по-другому. Могу тебе рассказать, кстати, какой практический пример, давай, если интересно. Давай. Да. Значит, вот наша платформа Atnos, она в целом про Facebook, только про Facebook, да, это marketplace такой, CPA-based marketplace для офферов, для рекламодателей и медиабайеров. Взяли, объединили одних и других. Можно один быстрый вопрос? Да. Вот когда я смотрю какие-то зарубежные, американские, европейские исследования, там, статьи, кейсы, складывается ощущение, что там один Facebook. Ну, по крайней мере, в мобайле там, ну, вот у нас такого нет. У нас нет агентства, которое специализируется на закупке в Фейсбуке, допустим. У них доходит до того, что агентство, которое специализируется на закупке мобильной рекламы в Фейсбуке для сегмента элитной недвижимости. То есть, неужели настолько это такая большая платформа, что, в принципе, ничего больше нет? Такой, да, шаг в сторону, но я прокомментирую. Да. Значит, то, что я знаю, и по тому общению, которое у нас было и с Фейсбуком, и с Гуглом, и с многими рекламодателями в Америке, и с партнерами различными, суть простая. Все клиенты говорят, мы пойдем в Facebook, потому что это просто, потому что Facebook для этого сделал все, чтобы было просто и легко. Пойти в Google тяжело, в Гугле тяжело разобраться, как купить рекламу. В Фейсбуке нет фрода, в Фейсбуке очень хорошее качество. Минус Фейсбука в том, что очень большая конкуренция. Вот. А пойдешь ты любую партнерку, пойдешь ты в какой-то другой источник, там начинается куча разных проблем, и самое главное, сам по себе источник маленький по сравнению с Фейсбуком. То есть, грубо говоря, умеешь работать с Фейсбуком, покрываешь там 80% всего мира. Вот и весь ответ. Научись работать с одним, и ты уже покроешь 80% своих нужд. Поэтому все идут в Facebook, тем более, что Facebook в Америке, это там, он оттуда пришел, он там родился. И для всех это естественно. Как у нас ВКонтакте или там Одноклассники. Понял. Спасибо за комментарий. Да, давай вернемся к тому, что я говорил. собственно, к аудиториям. Да. Хотел рассказать. Ну, вот я как раз хотел сказать про аудиторию и про то, что ты говоришь. Вот, если посмотреть, сейчас, что сделал Facebook тот же, например. Мы с ними много общались, и они говорят о том, что есть разные алгоритмы сейчас, благодаря которым они сейчас умеют уже понимать как раз то, что ты говорил, бабушка ты или дедушка, да, там, какие у тебя интересы. И сейчас они запускают, я не знаю, запустили или не запустили, но вот, насколько я знаю, в ближайшее время должны запустить, если уже не запустили, систему такой автоматизации для закупок e-commerce. То есть они берут, у тебя есть целевая аудитория, некая, у тебя есть твой интернет-магазин, который продает, не знаю, там 100 разных товаров. И они в реальном времени по каждому конкретному пользователю определяют, кто ты, какие у тебя интересы, что ты хочешь, и в динамике меняют баннера, подставляя тебе тот самый продукт, который тебе больше всего подойдет. То есть дедушкам, не знаю, палочки, там, старичкам, да, тетенькам молодым, там, не знаю, там, ну, понятно, помаду, еще что-нибудь, ну, то есть вот реально прямо в динамике определяют все, потому что у них есть все данные о тебе.
человек рассказал о себе все, и ему легко показать этот баннер. Важный момент только в том, что эти баннера не Facebook придумывает. Он берет готовый набор продуктов и просто подсовывает тебе продукт, который тебе релевантен. Но здесь не идет речь про креативы, здесь идет речь про то, чтобы показать тебе наиболее релевантный продукт. Вот. Но вот это уже Facebook это как сделал. Персонализация рекламы. Да, ну то есть я к тому, что это уже все, уже существует, уже работает. Круто, круто. А вот с точки зрения креатива, потому что многие люди до сих пор рекламу они ассоциируют именно с креативом. То есть это придумать слоган, придумать баннер, придумать какой-нибудь видеоролик и так далее. В этой степи вообще мы сможем когда-нибудь прийти к автоматизации, или же все-таки машины будут, как ты упомянул, упрощать жизнь человеку в его процессе ежедневном, но полностью заменить это невозможно? Ну, пока я не видел этого. Что, самые сильные, наверное, да, силы с точки зрения программистских ресурсов сосредоточены у Фейсбука, скорее всего, по рекламе. Самый большой набор данных есть у Фейсбука, и они ничего подобного еще не сделали. И когда мы с ними общаемся, они, в общем, они там много чего делают, но вот кажется, что такую штуку они еще не сделали, и пока я не очень верю, что это возможно сделать. Потому что слишком много творчества надо. Это же творческий подход. Понял. Слушай, расскажи тогда, в чем вообще заключается техническая составляющая часть автоматизированного закупки трафика и, другими словами, какие задачи и какие технологии необходимы для того, чтобы добиться вот этого результата автоматизации? Какие задачи, какие технологии необходимы, чтобы добиться автоматизации? Что нужно технически решить, какие моменты, чтобы добиться полной автоматизации? Сейчас тренд на что? На нейросети. Сейчас самая горячая тема. Все говорят, нейросети наше все. Вот я в это верю. То есть, наверное, как только мы поймем, как можно собрать огромное количество данных по тому, какие подходы под какую аудиторию работают. То есть, грубо говоря, Facebook сделал кусочек решения, да, он взял и говорит, я уже знаю о человеке очень много информации и понимаю, какой мне нужно ему показать баннер, не баннер, а конкретный продукт для продажи, чтобы с очень высокой вероятностью он это купил. Да? Следующий шаг будет вот это на основе этих всех данных еще понять, а какие завлекалочки, какие тексты и подходы работают, все это как-то скомпоновать, и тогда Facebook будет, или там те, у кого есть все эти данные, но пока это, по-моему, только Facebook, у кого такие данные есть детальные, все они смогут в динамике формировать некий баннер, который будет наиболее релевантен конкретному пользователю и показывать прямо там в реальном времени, раз сформировал тебе баннер, который, скорее всего, для тебя сработает. Это теория. Но, то есть, вот чего не хватает, просто вот сейчас нужно больше даты, на основе которой все это строить. И применять вот некие алгоритмы сложные. А как бы ты вообще оценил уровень развития и применения технологий машинного обучения, вот этих самых нейронных сетей в медиабайинге на данный момент, если есть возможность, например, по России и в целом там каких-то западных странах? Смотри, я с этим не сталкиваюсь практически. То есть из того, что мы видим, есть ребята, есть разные DSP-шки, например, есть... То есть вроде как много есть разных решений, в которые пытаются работать, объединять много каналов и с ними в динамике, там, или, например, много площадок, и, знаешь, на площадках выкупать трафик в динамике, пытаясь понять, куда эффективнее этот трафик продать. Но там нету какого-то магии, то есть там я не вижу, что это прямо супер-мега достижение. Ну, то есть некая такая биржа. Вот, то есть каждое из таких решений, они просто реализовали у себя внутри некую биржу, которая определяет, какого пользователя куда дороже продать или где дешевле купить. Ну, все очень просто, не более того. Поэтому я не вижу сегодня никаких таких решений, основанных на нейросетях. Я тебе даже могу пример привести. У меня есть приятель, который занимается не рекламными технологиями, он занимается игрушками, разрабатывает игры. Он всю жизнь занимается искусственным интеллектом. Я с ним встречался, там, не знаю, недели-две назад мы с ним обедали. Я говорю, слушай, ну как там в играх-то искусственный интеллект, когда будет уже умный? Он говорит,
Да, туфта это все. Мы тут взяли, сделали на нейросетях бота, которого, искусственный интеллект. Так этот на нейросетях искусственный интеллект, мало того, что медленно думает, он еще проигрывал самому обычному скриптовому АИ на основном скриптах. В общем, сегодня кажется, что звучит круто, нейросети даже все, но пока на практике далеко от жизни. То есть пока этого нет. Я думаю, все впереди. Все новые технологии, они всегда кажутся как поначалу какими-то игрушками и так далее. Потом постепенно люди придумывают применение. Но вот чтобы придумать применение, ты наверняка согласишься, что есть только два мотива, чтобы внедрять что-то новое. Либо заработаем больше, либо потратим меньше. Для любого бизнеса это, то есть других мотивов особо нет. Поэтому, может, ты можешь поделиться вообще статистикой или какой-то информацией по кейсам, по тому, как с помощью автоматизации закупок удавалось либо зарабатывать больше, либо тратить меньше и, собственно, оптимизировать вот этот медиабайинг, да, пресловутый, чтобы действительно для бизнеса генерить большую прибыльность. Вот смотри, самый простой пример, который я могу привести, который покажет, что вообще в целом автоматизация развивается, работает, это развитие моделей, по которым можно покупать трафик в различных сетях и в том же Фейсбуке, например. То есть ты приходишь и раньше как было? Покупаем показы, потом покупаем клики, а сейчас покупаем инсталлы с оптимизацией на что-то. То есть, конечно, постепенно все движется к тому, что можно будет просить, и сегодня уже можно говорить там Фейсбуку, я хотел бы купить, там, например, некое событие за какую-то цену. Но далеко не факт, что у него получится, потому что он сам ничего не делает. Он там пытается оптимизироваться, но тебе нужен все равно креатив. Тот самый пресловутый креатив, в который мы упираемся. Но в целом то, что уже сейчас есть почти везде оптимизация на инсталлы и даже некая более глубокая оптимизация на некие и более глубокие ивенты, оптимизация, это же не мы руками делаем оптимизацию, это же он, то есть машина берет, анализирует данные о пользователях, пытается оптимизировать твои рекламные кампании и показать рекламу тем, кто наиболее вероятно сконвертится. Это огромный прогресс по сравнению с тем, что было 2-3 года назад. Сегодня, конечно, гораздо проще. И поэтому сегодня гораздо больше появляется мелких бизнесов, которые не умеют ничего делать, пытаются прийти просто, и как раз для них это идеальное решение. У них, может, бюджеты небольшие, и они говорят: слушай, круто, у тебя есть какие-то алгоритмы, Facebook, оптимизируй мне. И во что они упираются, сразу это в креативы. Очевидным образом. Что они никогда не знают, какие месседжи правильные нужно донести до аудитории, как это правильно спозиционировать. Пытаются сделать красиво, правильно, и это не работает. Понял. Слушай, таит ли в себе вот эта автоматизация угрозу для ниши медиабайеров и, может быть, обобщим это какие-то агентства, да, по сути, получаются? Нет, их можно разделить. То есть я бы разделил. Есть фрилансеры, которые... арбитражники? Типа арбитражники, фрилансеры, медиабайеры. Можешь назвать их как угодно. Суть одна. Есть человек, сидит где-нибудь в Таиланде, не знаю, в Москве, в Питере, да где угодно. И работает из дома, может, не из дома, может, не собрались там в какой-нибудь коворкинг работать. А есть реально агентства большие, профессиональные, у которых есть бюджеты, которые работают с большими клиентами, у которых есть команды. И для тех, и для других, я считаю, на самом деле наличие таких технологий не является угрозой, а является помощником. Потому что для кого будет являться угрозой такая технология? Только для тех, кто ленив и кто думал, что он будет зарабатывать деньги не на подходах, а на этим самым. То есть, грубо говоря, ты пришел, на оптимизация времени, да, и ты как клиент приходишь и говоришь: у меня нет времени на то, чтобы настраивать рекламные кампании, можете меня настроить? И человек говорит: да, и он не думает о подходах, он не придумывает новые креативы, он не создает что-то новое, не творит, да? Он просто некая такая замена автомата, робота. И вот таким людям будет сложно, потому что их всех выметут с рынка, тогда клиент уже не пойдет к таким людям, ему не нужно экономить время на этом. Он скажет: зачем, я приду, у меня есть автоматизатор, он там все заведет сам оптимизирует и так далее. А при этом наличие такой технологии для людей, которые творят, это же чудо. Ты же творишь, и у тебя еще там 90% времени или 80% съедается тем, что ты должен руками все время компании смотреть, останавливать, запускать. И думаешь: господи, я застрелюсь сейчас от того объема работы, который делать должен. Monkey job такая. Я бы лучше все это отдал и занимался только одним. Думал бы, какие подходы лучше работают, и тестировал бы это. Поэтому, конечно, я верю, что для тех, кто творит, это будет очень полезным инструментом. Для тех, кто работает, ничего не делает больше, кроме как руками все это настраивать, для них их всех с рынка уберет. Надо становиться умнее и работать умнее. Вот и все.
Понял тебя. А для рекламодателя какие вообще новые возможности несет в себе автоматизация? То есть что для конечного рекламодателя, клиента это принесет, кроме того, что его какое-то агентство, ему будет удобнее закупать? Ну только во-первых, рекламодатели, многие, которые сейчас не закупают, потому что сложно, будут закупать. Сами, да? Сами, ну конечно. Но они не закупают, а тут, получается, для них открывается возможность. Тебе не нужна такая высокая квалификация в закупке, не нужно много времени тратить. Это первое, что случится. Второе, я думаю, что для рекламодателей это станет дешевле, потому что, кроме того, что будут работать алгоритмы закупки более эффективные, уйдут вот эти прослойки в виде людей, которые, говорю, делают некую такую очень простую работу, и им приходится платить какие-то проценты. Они не нужны, нужны те, кто будут творить. И с рынка уйдут все те, кто просто, я говорю, делают какой-то monkey job. А можешь тогда раскрыть вот этот термин «творить» в формате медиабайинга? Что ты подразумеваешь под этим? Подходы. То есть, на самом деле, поиск правильных месседжей и картинок, которые будут обладать наибольшим CTR-ом. То есть наибольшей конверсией. То есть, если совсем простым языком, это значит пользователи из целевой аудитории, которые будут видеть такие картинки, будут кликать, и после этого будут совершать те действия, которые необходимы. То есть это вовсе не обязательно значит, что такие пользователи будут чаще кликать. Скорее нам важно, чтобы был такой подход, который зацепит именно целевую аудиторию. То есть в итоге это что? Есть мобильное приложение. У мобильного приложения есть бизнес-модель. Эта бизнес-модель, они каким-то образом зарабатывают деньги. Следовательно, все, зачем на что направлена реклама, это на привлечение тех пользователей, которые будут платить деньги в приложении. Значит, нам нужно каким-то образом их наиболее дешево купить. Ну, как ты сам говорил. И может быть, не обязательно даже дешево, главное, чтобы они очень много денег принесли. Ну, то есть, это баланс, сколько они заплатят и за сколько ты их купил. Вот. И когда я говорю творить, нужно придумать такой месседж, таким образом их зацепить, чтобы они перешли, заинтересовались, вот, а потом уже вступает в дело продукт. Потому что если продукт Г, то понятно, что им никто не будет пользоваться. Если продукт хороший, то он дальше уже начнет раскручивать пользователя на деньги. Вот это интересный момент с точки зрения продукта самого и конечного бизнеса. То есть часто очень клиенты хотят на технологию, на агентство, неважно, на кого-то переложить свой бизнес и там заставить заниматься бизнесом такси, бизнесом там e-commerce. Ну, то есть ты вроде рекламная технология, но тебе приходится погружаться куда-то вообще в другие совершенно истории. Не таит ли вот эта автоматизация в себе, что рекламодатели еще больше будут перекладывать, то есть свои какие-то риски, свою работу, грубо говоря, по бизнесу? То есть, вот мы сделали, вы же можете там, приведите нам тех, кто будет платить. Почему вы не можете этого сделать? Подожди, это как будет автоматизация, они же придут с этим вопросом к источнику трафика, как сейчас и происходит. Да, собственно, они придут, скажут в Facebook, вот я сделал мобильное приложение, мне оно нравится, давайте, я хочу, чтобы вы мне там делали, приводили платящего пользователя по такой-то цене. И сейчас так и есть, то есть сейчас люди пытаются в каком-то виде именно так и работать с источниками трафика, с Фейсбуком, с Гуглом, но и у них не получается, но им некому прийти и сказать. То есть там нет человека, к которому они подходят и говорят: черт возьми, они единственные могут сказать: Facebook дорогой, и потом будут всем ходить и говорить: блин, у меня не получилось, он дорогой. А потом кто-то другой ему придет и скажет: слушай, а я могу дешевле тебе сделать. Это вот некие агентства, которые умеют творить и умеют создавать, и как раз за счет которых, за счет экспертизы вот этих байеров, может получиться эффективнее покупать просто ту же рекламу. Поэтому, уже сейчас происходит то же самое, что ты говоришь, то есть люди ходят, жалуются, что дорого, так что никаких проблем нет. Дорого, не умеешь, иди, обратись к тому, кто умеет. Все равно никуда не денется вот эта составляющая творчества. И к тому, что там не будет вот этой кнопки-то. Там типа «хочу платящих» и точка. Я понял тебя. Ты упомянул цифру, что автоматизация позволяет сократить количество времени, которое тратится на такую однотипную рутинную работу, и, собственно, процентов на 80, да? То есть, по сути, мы можем там то, что делало раньше 5 человек, теперь может делать 1. Да. Правильно понимаю? Да. А куда деваться вот этим 4, которые
И как они будут отбираться между собой и вообще? Слушай, там же никуда не девается творческая составляющая. То есть идея в том, что если есть люди, я уже сказал, которые кроме рутины занимались творчеством, их КПД повысится типа в раз в 5. Ну, не в 5, может, 4, в 3, ну, неважно. Ну, то есть существенный рост КПД будет. И это здорово, потому что этот человек сможет сделать гораздо больше работы, которая принесет результат. И тут вопроса нет, куда им деваться. Вопрос в том, готовы ли они развиваться как творцы, или же они хотели бы оставаться просто руками. Это все. Я думаю, что как раз все те, кто творят, для них наоборот, я говорю, ты откроется, представляешь, ты просто не перестанешь время тратить на... Ты можешь делать за одну единицу времени, там, за один день гораздо больше всего. Ты можешь больше офферов запускать, больше тестировать, больше денег зарабатывать. Ну, как бы, прям такой... Мобайл-творец, да, у нас появится новая должность во всех сайтах. Ну, я думаю, так медиабайер и останется, ну да. Круто. Жень, ну, всегда интересно какие-то реальные кейсы послушать. Можешь просто рассказать по каким-то клиентам или по каким-то приложениям, когда вот за счет внедрения вот таких автоматизированных решений, может быть, вашего решения удавалось действительно клиенту, ну, допустим, какой-то оффер, который уже был заезжен, да, грубо говоря, который уже у него очень большой install base, и вроде бы не получается делать по приемлемой цене те же установки качественные, но с помощью автоматизации некой удалось... Тут есть нюансы. Смотри, какая штука. Значит, вот если говорить про наш опыт личный, то вот есть у нас платформа, к примеру. Да, я вот приведу тебе реальный пример. В рамках этой платформы есть вот эти 200 человек медиабайеров, которые сидят где-то, фрилансеры, медиабайеры, есть еще 100 агентств, которые где-то расположены по всему миру. И у нас есть там один клиент, но я же не могу тебе назвать его название, просто потому что у нас подписан NDA. Ну, грубо говоря, есть один крупный российский клиент, что интересно. Вот. И для них всегда канал, тот же Facebook был, канал. Они какой-то нерабочий, потому что где Facebook в России, ну, ты понимаешь, там он недостаточно большой. Тут они пришли, выложили свой оффер, и в итоге получилось так, что они все бюджет перелоцировали на нас. А это связано с тем, что там не мы делали это, а это вот некая система, в которой было куча байеров, которые сделали кучу подходов со своими креативами. То есть это та самая локальная экспертиза и куча разных вариантов творчества. Это вот я тебе про творчество говорю. Не могу сказать, что здесь есть автоматизация, здесь есть пример того, что творчество очень важная составляющая. А если говорить про автоматизацию, то здесь есть вторая составляющая. А почему у них получается покупать? Да потому что на Фейсбуке они используют все те алгоритмы автоматизации, которые Facebook уже внедрил, и в отличие от вот всего того, что было раньше, никто не делал платформу для Фейсбука, на которой можно было бы работать как вот с некой партнерской сетью и использовать все алгоритмы автоматизации. Получается, сейчас мы дали творцам возможность использовать существующие технологии автоматизации по закупке трафика на Фейсбуке, и это уже дает результаты в виде того, что клиенты начинают получать гораздо больше value. То есть они пришли просто и говорят, дайте творцам творить. Все, творцы натворили. А так у этого клиента, ну есть у него там 2-3 человека, которые сидят у него внутри. Ну что они разве сравнятся с 300 людьми, расположенными по всему миру? Вот тебе хороший пример того, что и творцы могут использовать автоматизацию уже существующую. Проблема в том, что такой автоматизации практически ни у кого нет, кроме Фейсбука, потому что у них данные есть, а у остальных, вот, даже Гугла уже, они там пытаются что-то сделать, но у них нет данных, они же не знают, кто эти люди, что это за люди. Но у них же есть Android. Почему они не могут с Android это все получить? Подожди, ты в Фейсбуке знаешь, сколько информации себе оставляешь? Android — это история отдельная. Ты не пишешь какого-то там пола. Ну, то есть ты можешь эту информацию оставить. Согласись, ты в Фейсбуке о себе... Не, но с другой стороны, я же пользуюсь Фейсбуком, ну, не я, а 82% той же России пользуются Фейсбуком с Android. Потому что... Слушай, я тут не знаю дальше деталей. Я понимаю, о чем ты говоришь, то есть, что можно было бы зайти в приложение и посмотреть. Но я думаю, что Facebook не делится этими данными с Google. Но я к тому, что получается по факту в социальной сети вот такие данные есть у кого? У ВКонтакте есть, у Одноклассников. То есть у Мейла у них есть возможность построить сложный автоматизатор, сделать по lookalike аудитории, потому что у них есть данные о людях. А у Гугла нету. У них нет социальных сетей, у них нету там вот все вот социальных взаимодействий и многого другого. Но вот, и поэтому получается, вот мы то, что сделали, то мы дали как раз возможность творцам творить с использованием автоматизаторов Фейсбука.
Ну вот говоря об Appnos, как раз с ключевым аспектом вашего маркетплейса, который объединяет рекламодателей и медиабайеров, является то, что рекламодатель может выбирать медиабайеров из, согласно его специфике, регионального местонахождения и того, что он понимает вообще локальный менталитет. Что натолкнуло именно на эту идею, что необходимо, грубо говоря, что медиабайер из Рязани не может закупать грамотно инсталлы во Флориде, например, да? Может и может. Может и может, да. Мы же не знаем. Не, мы знаем. Мы уже знаем заранее, что во Флориде вряд ли закупят. Хорошо. То есть, в любом случае, может быть, как раз вот этот опыт и натолкнул, когда пытались клиенты, да. Вообще это исторически сложилось следующим образом. Есть Datalit, точнее был Datalit, да, как агентство. И в рамках агентства мы работали с многими международными клиентами. Кто-то с китайцами, американцами, и помогали им продвижению на мир, в том числе. И с экспортными русскими клиентами, которые шли на мир. Дальше у нас есть своя распределенная команда байеров была. И у нас была внутренняя технология, как мы работали с этими медиабайерами внутри нас. И в какой-то момент мы поняли, что мы можем сделать эту технологию публичной, добавив в нее не только наших байеров, но и всех байеров. А учитывая, что мы всегда как раз и были как агентство, работали с разными партнерскими сетями по всему миру и видели, что Facebook, там нет возможности работать с алгоритмами Facebook, оптимизации. Практически никто не давал возможности такой. Да и в целом Facebook никто не давал нам. Мы подумали, хорошая ниша, у Facebook есть классные алгоритмы. При этом понятно, что если достать творцов с тех, кто понимает локальную специфику каждого конкретного рынка и дать им возможность взаимодействовать со всеми рекламодателями, это будет бомба. Вот вся логика. И мы так и сделали, запустили платформу, собрали этих людей, собираем постоянно, которые творят, которые пытаются придумать подходы и креативы, дали им инструмент Facebook, самый эффективный на сегодняшний день по миру, с точки зрения мира, да, и пытаемся собрать всех международных клиентов, которые покупают во всем мире. И получается, они приходят такие, круто, можно купить определенного вида трафик, да, то есть мобильный трафик в Фейсбуке в определенных странах. Более того, мы еще сделали еще один шаг вперед, мы пошли не просто по инсталлу стали продавать, а там строится так модель, что это marketplace. То есть, что такое marketplace? Это рынок. Ты приходишь на рынок и говоришь, мне нужны платящие пользователи. Или мне нужны подписчики. Короче, та самая идеальная модель, в которой ты приходишь и говоришь, вот эта кнопка «хочу купить», не знаю, там, хочу купить подписчиков, самая популярная тема, потому что бизнес-модель очень многих приложений, там есть подписки платные. И они говорят, нам не нужны инсталлы, то есть мы за инсталлы не платим вообще, 0. Платим только за человека, который зашел, сделал инсталл, попользовался приложением и потом сказал «подписываюсь», то есть платил реальные деньги. И вот эта модель, она уже совсем близка к бизнесу клиента, то есть она совсем глубоко по воронке продаж идет прямо к деньгам. И это то, что у нас на платформе сейчас реализовано. Все, вот так мы и сделали. То есть из внутреннего продукта мы сделали публичный внешний продукт, обкатав сначала внутри себя это все. Интересно. А для каких клиентов это актуально и почему клиенты зачастую предпочитают строить у себя все внутри, отдел того же маркетинга, отдел байинга, и стараться ничего не отдавать наружу, особенно крупные какие-то каналы, типа Facebook, Google, MyTarget, да, в России, чтобы, не дай бог, там никто нам не создавал конкуренцию, чтобы мы сами себе не создавали конкуренцию, грубо говоря. Очень правильный вопрос. Значит, если вообще посмотреть на тех клиентов, которые у нас есть те, для кого это не работает, а не работает это для всех тех, кто не умеет считать деньги после первого дня. То есть, кто не может сказать за один день, максимум за 2, за 3 дня, может быть, за 7 дней, да? Не может предсказать, сколько денег он заработает с трафика. И это сплошь и рядом. На самом деле, много клиентов не умеют предсказывать. То есть, они, как у всех работает, у многих работает, не у всех. Они взяли, купили на $1000 трафика в Фейсбуке, подождали, говорят, через месяц говорят, с 1000 мы заработали 2. Хорошо. Или с 1000 мы заработали 100. Не заработали, то есть потеряли деньги. Плохо. Значит, надо что-то поменять. Почесали репу и начинают что-то менять. То есть канал надо. Не обязательно канал, можно рекламную кампанию. Но суть в том, что обратная связь у них 1 месяц. Я понимаю. Мы с такими не можем работать, просто потому что невозможно оптимизировать рекламные кампании. Поэтому все те, у кого кто не умеет считать свои деньги, а я говорю, таких очень много, с такими очень тяжело работать,
потому что они ничего не дают обратную связь, невозможно оптимизировать рекламную кампанию. Второе, это... Второй у тебя был второй вопрос про... Что еще раз повтори? Что крупные клиенты хотят... почему in-house делают? Да, in-house. Значит, смотри, что мы видим сейчас. Facebook покрывает 80% рынка, а все остальные, и он самый стабильный, он с точки зрения, с точки зрения качества трафика, с точки зрения наличия ботов, фрода, он гораздо лучше, чем любой другой канал. Стабильный процент ботов, да? Слушай, на эту тему я не могу тебе точно сказать, но про ботов у нас, наверное, будет еще какой-то вопрос, да? Да. Я про ботов потом расскажу отдельную историю про Китай. А в целом, он стабильный, он понятный, и на него можно посадить несколько человек, которые будут с этим каналом работать. С остальными каналами непонятно как, потому что там боты, фрод, с ними их надо подключать, отключать, оптимизировать. То есть там огромный объем работы. В отличие от Фейсбука, на котором вроде как все стабильно и хорошо. И поэтому все предпочитают с чего-то надо начинать. С чего начинать? Начинать с самого того, что самое простое с точки зрения уровня входа. Самое простое для входа – Facebook. Пришел, руками завелся, все работает, все хорошо. Поэтому большие компании предпочитают все делать in-house. Но это никак не говорит о том, что у них есть локальная экспертиза в странах каких-то других. Грубо говоря, у нас есть много компаний больших, крупных, сидят в Америке, и они нам говорят, у нас есть проблема, вот 15 стран, в которых у нас не получается покупать нашим инхаусом. И дают 15 стран. Потому что, а с чего? Вот они могут уметь покупать в англоговорящих странах, может быть, в испаноговорящих странах, на этом все. Дальше все заканчивается, потому что нет никакой экспертизы. И то не факт, что они там очень хорошо покупают, потому что они же себя не сравнивают ни с кем. Они покупают внутри себя. У них даже нет никого, с кем бы можно было бы сравниться. В этом смысле интересно выйти на платформу, потому что там есть агентство, медиабайеры и большое количество экспертизы. И может оказаться, что вообще in-house команда работает плохо, ее все уволить. Пускай это такие кейсы тоже есть. Так, чтобы увольняли нет, но кейсы, при которых не мы, а вот эти все люди, у кого-то из них получается лучше, такое бывает. Вот и все. Понял. Расскажи немножко о вашей вообще бизнес-модели. Мы поняли, что это marketplace для рекламодателей и медиабайеров. А в чем ваш бизнес, на чем вы зарабатываете и в какую сторону идете? Значит, сейчас у нас, как модель построена, как и любая партнерская сеть, у нас есть некий процент, который мы забираем с платежа. То есть рекламодатель, к примеру, он платит $1, да? А дальше, соответственно, мы с этого забираем свои 5-10% в зависимости от. И после этого байеру даем выплату 90 центов, например, с $1. И он работает с выплатой 90 центов. Это наша маржа. Все очень прозрачно, все очень просто. У нас продукт развивается достаточно естественным образом. Мы приходим к клиентам и говорим, вот продукт, вот платформа. А первое, что они сказали, нам нужны лук-лайки. То есть мы должны уметь на платформе давать аудитории, лук-лайк аудитории байерам, но так, чтобы они их не украли. Мы все сделали, и сейчас есть возможность на платформе работать с лук-лайк аудиториями, и они просто для байеров доступны в виде галочек. То есть ты можешь ее использовать, на нее таргетироваться. Дальше нам все сказали, нам нужна премодерация креативов. Это большой такой кусок, потому что приходишь к любому большому игровику в Америке, он говорит, у меня за мной Disney, за мной Marvel, и они все очень внимательно следят за тем, какие креативы делаются. Поэтому мне нужно делать так, чтобы я мог сначала, перед тем, как все байеры придумают свои подходы, то есть они все придумали, но перед тем, как запускать это все в Фейсбуке, я хочу лично пройтись по всем баннерам и либо заапровить, либо задекланить. То есть, соответствующие баннера. А с точки зрения будущего развития мы как раз стремимся к тому, чтобы максимально облегчить процесс закупки трафика, то есть дать некие инструменты автоматизации, чтобы вот эту рутинную работу убрать. И в ближайшее время я надеюсь, что у нас появятся там как раз именно такие инструменты, которые позволят всем байерам больше сосредоточиться именно на творческой составляющей. То есть понятно, что есть у Facebook, и у него он сам по себе обладает инструментами, но даже работать с Facebook, там нужно как проводить АБ-тесты, как там
хотя это у него уже есть уже. Там есть много всяких микронюансов, с которыми нужно постоянно работать, руками настраивать, и мы хотим все это максимально автоматизировать и дать такие инструменты людям, чтобы это было прямо в нашей платформе. То есть ты пришел, ты на платформе, взял оффер, взял клиента какого-то, да, настроил инструменты, пользовался ими и фактически занялся одним творчеством. Слушай, Жень, а такой вопрос. Медиабайеры начнут зарабатывать больше или меньше с автоматизацией? Я уверен, что больше. То есть наша идея какая? Чем больше они зарабатывают, тем нам выгоднее, потому что они зовут всех остальных байеров, они больше усилий и времени своего фокусируют на нашу платформу. Нам нужно, чтобы люди приходили и понимали, Appnos для них место работы. Ну, фактически, они там заработают себе деньги и хлеб. И поэтому, конечно, нам нужно дать им возможность как можно больше времени тратить на творчество и больше зарабатывать. Это прямо вот такое номер один правило, потому что если ты даешь зарабатывать другим людям, это вин-вин, и значит придут еще людей. А это значит придет больше экспертов, а это значит придет больше рекламодателей. Но нужно как снежный ком, потому что рекламодатели скажут, у вас там все эксперты собрались. Ну, то есть прям такой вин-вин. А для... Очень часто встает вопрос эксклюзивности, то есть платформы или рекламодатели требуют какой-то эксклюзивности. Например, что если вы хотите у нас размещаться, то, пожалуйста, вот всю Facebook рекламу, допустим, делайте через нас. Вот эта история для вас актуальна? Вы... Так им ни разу не сталкивались. Что ты имеешь в виду? Ну, образно, на примере каких-то агентств, перформанс-агентств, когда клиент к ним приходит, агентство говорит, что, там, например, весь медиабайинг должен идти только через нас, чтобы мы могли гарантировать там, показатели, KPI и прочее. То есть никому на сторону не отдавайте, там, сами ничего не делайте и так далее. Ну, я уверен, что мы с этим столкнемся. То есть сейчас, там, приходя в некоторые большие компании, мы приходим, они говорят, у нас эксклюзив с агентством, идите в это агентство. Но мы пойдем в это агентство и будем продавать себя в это агентство. То есть и сейчас так и происходит. Сейчас у нас идут переговоры с какими-то агентствами, которые смотрят на платформу и пытаются понять, могут ли они как агентство взять своих клиентов на платформу. У них же такие же проблемы. Им же нужно KPI делать, им же нужно все то же самое делать. И у них свои сидят там несколько человек, а тут так, армия. То вот сейчас мы как раз ведем переговоры с агентствами. Пока, я говорю еще раз, не было такого прямого, чтобы мы пришли и нам сказали, вы знаете, вот агентство, и мы вам контакта не дадим, и вообще. Все-таки в нашем случае все проще, потому что мы же не продаем рекламу, как вот рекламу. Мы же не продаем им процесс, мы же не просим за это денег. Мы говорим, платформа для рекламодателей бесплатна, факт. Вы приходите, покупаете результат, как на рынке. Так, все. То есть рисков нет для рекламодателя. Они пришли и говорят, хочу такой результат за такие деньги. Другое дело, что это если не рыночная цена, никто не будет на рынке им давать. Как любой рынок, да, тебе никто не даст результата. А если рыночная цена, значит, ты получишь результат, будешь счастлив, все хорошо. Круто, понял тебя. Ну что, давай, наверное, обсудим тему, которая очень волнует многих в мобильном перформанс-маркетинге. Это вопрос фрода, некачественного трафика, ботов, я не знаю, там, чего только нету, иногда рассказывают там такие страсти, что в клик-фермы сотни бангладешских детей, которые делают инсталлы и конверсии и прочее. Silicon Valley пересмотрели люди. Ну, наверное, да. Вопрос в том, можно ли побороть роботов другими роботами? Давай я сначала сделаю некое овервью тогда того, что я знаю про ботов, чтобы проще было, некое вводное. Давай. Значит, с этой точки зрения, что мы знаем? Есть китайцы. Китайцы молодцы. Написали кучу умных ботов. И сейчас ботами там 90% аффилиат-нетворков занимается тем, что разрешает лить ботов. То есть разрешает, прямо там все менеджеры на местах говорят, да, подмешивайте ботов, это нормально. Поэтому, в общем, весь рынок очень не очень. И поэтому мы, кстати, в том числе фокусируемся только на Фейсбуке, потому что на Фейсбуке там нет ссылок, на которые можно было бы отправить бота. То есть очень большой геморрой, чтобы бот смог перейти по рекламе твоей. Ему нужно найти эту рекламу, как-то кликнуть на нее. Короче, там есть целая цепочка проблем. А так на обычном рынке, где есть ссылки на приложение, а не как в Фейсбуке прямой линк на App Store, есть ссылочка с идентификатором неким, там в легкую намешивают нормальный трафик покупной с ботами. Ботов много, боты почти везде есть.
И вообще мне кажется, что это не просто боты, а есть еще вот те самые, только не бангладешские дети. Кстати, в Бангладеше тоже, наверное, дети есть, но такие. Но в целом, мне кажется, что это китайские в большом количестве люди, сидящие, просто сидят, потому что у них очень дешево стоит человек, рабочая сила. И он сидит, что он там, представляешь, тебе платят по CPA, например, за платящего игрока $20, например, в Америке. И ты такой берешь китайца, он сидит, заходит, тратит $10, то есть показывает все, что он платящий пользователь, играет, все нормально, и он так играет в сотни игр параллельно, тратит в них деньги, и потом в какой-то момент перестает резко играть. И получается, тебе заплатили 20, ты показал, что привел качественную аудиторию, по первым 3 месяцам великолепная аудитория, платит, все вообще вот прямо, и потом пак, и все. И у тебя все отрубило. И получается, рекламодатель раз, и развалилась вся модель. То есть у него 3 месяца было все замечательно, все хорошо, все как должно быть, а потом раз, и все развалилось. Он открыл на полный экран. Да, он наверняка там, какой-то хороший трафик, дай-ка, давай еще, да, поднабавь по напорчику, ну и все. И вот это большая проблема рынка. Можно ли его победить? Можно. Я думаю, что этим занимается сейчас куча народу. Я слышал, с кем не говорю, все говорят про какие-нибудь антифродовые технологии, антиботовые технологии. И такое ощущение, что этим технологиями занимаются сами создатели фрода и ботов. Вот. И я думаю, что на самом деле... Как с антивирусами, знаешь, точно. история? Да, я слышал про Касперского, такое говорили. Я, кстати, не знаю, это может теория, может это практика, это, может выдумки какие-то там, типа. Но, да, такие слухи ходили всякие, что кто-то антивирусы создает вирусы, чтобы бороться и чтобы выпускать новые антивирусы. Вообще классная идея. Но из того, что мне кажется сейчас, рынок всегда будет рынок ботов. Ну, просто потому, что это как темная сторона и светлая сторона. Ну, человеческая натура. Всегда, всегда будет как-то вот попытка... кого-то, нас обжулить, обмануть, знаешь, кинуть вот это. Так что такая большая индустрия, я уверен, что она развивается хорошо очень, там очень много денег. Вот. И с ней надо бороться. Круто, Жень. Ну, у нас подходит к концу время передачи. Давай, наверное, минуту-две просто ты расскажешь свое видение, куда движется вот рынок с точки зрения... Мы говорим про мобильный рынок, мобильные приложения, да, в основном, наверное, 99%. Куда это все движется глобально, к чему мы идем, что будет 1-2 больших платформы, с которыми работают тысячи байеров, вот этих творцов агентств, или же вообще к чему все идет, на твой взгляд? Значит, потому что я вижу, первое, к чему идет, первый большой тренд, это мы уходим от инсталлов в сторону неких действий. То есть клиенты все постепенно переходят к мысли, что надо платить за результат, а не за процесс. И инсталл – это не результат. Инсталл – это промежуточная метрика некая. И вот это первый тренд, который на мобильном рынке наблюдается активно. Это то, что мы уже сделали на платформе, и то, что мы видим у многих сейчас прямо реализуется. Многие запускают какие-то сетки рекламные с оптимизацией, с оплатой за результат. То есть вот все идет к тому, чтобы двигаться глубже по воронке. Это первая составляющая. Второй тренд связан с вот некими появлениями более умных систем автоматизации. Ну, то есть это вот то, что мы с тобой сегодня обсуждали полностью, да, то есть вот у Facebook уже есть, но на самом деле это тренд у всех. То есть если посмотреть, Google пытается постоянно придумать новые алгоритмы, как сделать закупку эффективнее. Если взять любой большой источник, они все пытаются постепенно сделать так, чтобы ты мог купить трафик с оптимизацией на результат. Ну, то есть их цель глобально: один показ, один клик, один инсталл, одно это вообще идеально было бы, да. То есть это то, к чему стремятся, да? Да, я думаю, что это вот очень правильно, как ты сказал сейчас. И третье направление, третий тренд, мы обсуждали, вот что мы делаем, да, мы сделали вот этот marketplace. Это вот это, то, что мы делаем, это вообще такой Uber-like подход. Вот этот Uber-like, он сейчас будет во всем. Он на самом деле уже начинает проявляться во всем. Уже есть решение, оно раньше нас стартануло, которое по креативам. То же самое, только есть рекламодатель и есть креативщики, дизайнеры. И сделали платформу для соединения одних с другими. И вот эта некая новая волна, когда не просто создается технология, а технологии для того, чтобы был Human Cloud работал. То есть Human Cloud — эти люди, огромная толпа людей с одной стороны и рекламодатели с другой стороны. И вот их соединять под разными преломлениями, будь то креативы, закупка трафика мобильного на Фейсбуке, еще что-то. Вот это некая новая волна идет сейчас, потому что люди — это всегда люди. Ну, то есть как бы у них есть
уникальные всякие видения свое, подходы, экспертиза, это не машина. А люди будут управлять вот этими всеми алгоритмами, машинами. И поэтому это вот следующий тренд, это вот это создание неких объединения. Такой Uber 2.0 для всего. Вот это следующий тренд, третий составляющий. Круто, Жень, спасибо. Ну и буквально одним предложением твой совет рынку, рекламодателям, байерам, всем, кто занимается мобильной рекламой, какое-то напутствие, пожелание. Я считаю, что в области мобильной рекламы будет работать все эффективно тогда, когда есть вин-вин. Поэтому чего я желаю для всех сторон. Вот мое такое напутствие. Ищите модель выигрыша для обоих сторон, не пытайтесь кого-то прогнуть. Вот этот вин-вин, он как раз и приводит к долгосрочному сотрудничеству и успеху обоих сторон. Жень, спасибо большое за интересную беседу. Я желаю успеха тебе и вашему новому проекту. Спасибо. Становитесь глобальными, захватывайте мир. Это всегда круто, когда российская компания действительно показывает хорошие результаты на мировом уровне. Будем стараться очень сильно. Спасибо. Друзья, напоминаю, что это была передача «Мобильная среда». С вами был Руслан Куваев, а в гостях у меня был Евгений Марчиков из компании Эпнос. Спасибо, что были с нами. Хорошего продолжения недели и пока-пока.